Всем здорово, Рибентос, и по просьбе одного человека я решил сделать ролик про Гудоудамы. Хотя, точнее сказать, я обязан был сделать этот ролик, потому что этот человек почти под каждым новым видосом просил меня об этом. Эта тема действительно очень интересная, но на ютубе мало кто в это вникал и делал какой-то годный обзор. Поэтому я попытаюсь максимально понятно объяснить, что такое Гудоудамы, как они работают, куда делись все Гудоудамы у Наруто, и отвечу на главный вопрос: сможет ли Наруто использовать их в будущем в аниме Боруто. Долго тянуть не будем, я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Пожалуй, начнем со снов. Гудоудамы или же шары поиска истины. Говорите в принципе как вам угодно. Это черные сферы, которые состоят из 5 базовых природных элементов. То есть это дотон, катон, райтон, суйтон и фуйтон, а также стихии инь и ян. Их могут юзать только те, кто владеет рикуду синдзюцу, которые можно получить двумя способами. Первый способ — это стать джинчурики десятихвостого, как в случае Обито и Мадары, так как рикуду синдзюцу передается джинчурики Джуби, потому что они разделяют одно тело и чакру. Второй способ, которым обрел эту силу Наруто, как раз таки после того, как он встретился с Хагорому. Когда старик был еще жив, Гамамару предсказал ему, что однажды появится голубоглазый мальчик, который объединит всех Биджу и изменит мир. Биджу объединились в Наруто, но не как Джуби, а отдельными личностями, заключив с ним союз. Исходя из условий, Биджу отнеслись к Наруто как к товарищу и помогли ему, а Хагорому сплотил их всех вместе. Таким образом, Наруто смог обрести силу рикуду синдзюцу. Без одобрения Биджу у Наруто ничего бы не получилось. Простыми словами, второй способ заключается в том, что нужно быть джинчурики всех хвостатых зверей. Количество Гудоудам у пользователя зависит от имеющейся рикуду синчакры. Например, у Наруто изначально было 9 сфер, а вот у Обито и Мадары было 10. Также все Гудоудамы являются лимитированным ниндзюцу, то есть если уничтожить одну сферу, то она уже никогда не сможет восстановиться. И постепенно количество шаров за спиной пользователя будет уменьшаться без эффекта восстановления. Как, например, у Мадары Гудоудамы постепенно уходили в расход. Новых он не создавал, потому что этого невозможно сделать. Обито, подчиняя Джуби, постепенно создавал все больше и больше Гудоудам, в итоге создав все 10. Однако он единственный, чьи все Гудоудамы не были уничтожены после поражения. Следовательно, в его запасе осталось некоторое количество шаров, и один из них он юзанул, когда проткнул Мадару. У Наруто идентичная ситуация, как и с Мадарой. Все его Гудоудамы были уничтожены. Как я сказал ранее, у него изначально было 9 сфер, но в бою против Мадары он потратил 3 из них. Следовательно, у него осталось 6 сфер. В бою против Кагуи он также потратил 3 сферы, и на момент сражения против Саски у него остались всего лишь 3 Гудоудамы, которые в теории он не израсходовал. Однако, так как дальше он их не использовал, значит, что они были уничтожены взрывом от стрелы Индры и расы сюрикенов Наруто. Поэтому логично, что на данный момент Наруто не может юзать Гудоудамы в Боруто, потому что он их все потратил. Также, кроме этих троих, шары поиска истины использовала Кагуя и ее дети. Однако, почему-то в датабуке ни слова об этом не пишет. Возможно, это ляп. А возможно то, что они не указаны, потому что у них Гудоудамы не от рикуду синдзюцу, а от их Кикеймора, который также дает возможность использовать эти сферы. Ну, здесь на самом деле непонятно. Однако то, что они могут их юзать, это факт. Никто из юзеров рикуду синдзюцу не был способен создавать Гудоудаму. Они просто парили за их спиной после пробуждения. Однако, если верить теории, то Кагуя и ее дети получили эту обилку не от рикуду синдзюцу, а соответственно они могли бы создавать их по новой. Но еще раз скажу, инфы по этому никакой нету. Однако, на момент, когда Хагорому разделял Джуби, за его спиной не было Гудоудам. А вот при встрече с Наруто и Саски и после их победы над Кагуей, они у него были. Ну, выводы здесь делайте сами. Также стоит упомянуть об Очи Гудоудаме Кагуи. Это такой же шар поиска истины, как и за спиной у Наруто. Однако ее можно считать самой разрушительной техникой, потому что она скрывает в себе силу, которая сводит мир к нулю. Если что, то так написано в 4-м датабуке. Но одна маленькая Гудоудама — это уже мощь невероятная. А это огромная, которая поглощает чакру всех шиноби, которая находится под действием Муген Цукуйоми, может переделать даже мир.
И теперь ответ на вопрос, сможет ли Наруто в будущем снова юзать Гудоудамы, но уже в Боруто. Если вкратце, то сам он никак не сможет их себе вернуть. Да и Курама умер, а соответственно он уже не Джинчурики всех хвостатых. В теории все зависит от самого Кишимото, именно ему решать этот вопрос. Хотя я уверен в том, что способ вернуть Наруто Гудоудамы есть, и возможно даже не один. В теории, Наруто и даже Саски в потенциале могут выйти на уровень Хагарому, но тогда новое поколение будет в их тени. В принципе, на этом у меня все. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комменты и тыкайте на кнопку подписаться. А я желаю всем удачи и всем пока.